Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 30 июля, 23 год, воскресенье, выходной. Да, у кого-то выходной, у нас выходной 7 дней. Погода у нас с утра начинает становиться немножко жарко. Ну, опять же, ребят, лето, эти дни у нас где-то ожидается по прогнозу дневному плюс 30, плюс 29, плюс 33. Вечером уже становится прохладно. Это очень радует, что вечером уже можно спокойно, хорошо посидеть на улице, попить чайку. Живность есть, комарики есть, они кусаются. Мы мажем специальными мазилками. В общем, все как обычно, ребят, это село. Ну, тут надо прекрасно понимать, что сельская жизнь, она такая. И, конечно, самое большое желание больше времени проводить на улице. Что не всегда получается, потому что лично я убежал от дикой жары. Сейчас такой период, когда становится чуть-чуть жарко, я захожу домой, включаю конвектора и сижу спокойно, смотрю сериал или занимаюсь какими-то мелкими домашними делами. Друзья, ну, прошел год и практически месяц, поэтому забот у нас сейчас в нашей жизни переселенцев из Израиля уже стало намного меньше, потому что все основные ремонты, все дела мы уже все практически сделали. Сейчас мы просто, спокойно живем, так сказать, бытуем. Очень многих интересует, как же проходит наш быт. Ребят, быт проходит спокойно, замечательно, не скучно, потому что, а как мы раньше жили? Что изменилось, честно вам скажу, от быта, лично моего в Израиле, с бытом сейчас, который у меня происходит в Болгарии. Да, в принципе, особо ничего. Потому что в Израиле последние несколько лет я не работал, потому что была корона, и мне это финансово это позволяло, потому что пенсия платилась. Светочка, конечно, работала все время, работала мы очень много, и для нее сейчас это изменения в жизни, они радикальные. Потому что, конечно, смотрите, когда человек вставал в 5 часов утра каждый день, исключая пятницу и субботу, шел на работу и возвращался в 8 вечера, сейчас, да, ей полный кайф, ей полное раздолье, и она постоянно находит себе на участке, в доме. Человек не может без работы, это нормально абсолютно. У меня ситуация немножко другая. Я занимаюсь интернетом, я занимаюсь своим хобби оловянными солдатиками и занимаюсь любимым хобби, это приготовлением каких-то блюд новых. В общем, тоже, ребята, не скучно. Очень много подписчиков задают такие, знаете, разные вопросы, которые, не всегда все вопросы мне понятны, не всегда мне понятно разные комментарии, когда люди пишут, как же можно было оставить такую страну Израиль, где у вас дети, где у вас внук, где у вас друзья. Друзья, уважаемые мои подписчики и друзья, нужно четко понимать, что уже не раз говорил, мы не сделали эмиграцию, мы не убежали из Израиля в Болгарию, мы просто переехали, как бы один человек переехал с одной улицы или с одного города в другой дальний город. Представьте себе, что Израиль был бы по объему страны в 5 раз больше, мы просто переехали бы за 5-6 часов проживания в другой город. Нас разделяет сейчас от нашего дома в Израиле, это 2 часа на машине до аэропорта, 2,5 часа перелета и 40 минут до Ашкелона. Поэтому, ребята, не переезд, никаких сжиганий камней, никаких оставляний полностью страны у нас не произошло. Я это повторяю не один раз и не 10-й раз. В любой момент, когда мы захотим, мы сели на самолет, и через 2,5 часа мы находимся в нашей стране. То же самое, уверен, друзья, могут сказать и подписчики из других стран.
Поэтому никакого глобального переезда с составлением чего-либо не было. Абсолютно. В Израиле у нас есть наш дом. Около дома стоит машина. Да хоть сейчас, захотелось бы мне сейчас, я захожу на Skyscanner, покупаю билет, выбрал аэропорт, из которого я хочу полететь, как я и сказал, в округе 4 аэропорта, это Бухарест, это София, это Бургас, это Варна и даже 5-й сейчас это Пловдив. На машине сел, доехал до аэропорта, оставил машину на стоянке, сел на самолет, прилетел в Израиль, и я дома. Дома в Израиле, дома в Болгарии. Можно сказать, что дом и там, и там. Как вот можно жить на 2 страны? Ребят, давайте будем немножко повзрослее. Что значит 2 страны? Нам в нашем статусе не нужно заботиться о том, чтобы заработать денег, оплатить там аренду, тут аренду. И вставать в 6 утра, чтобы работать и оплачивать счета. Вот в нашей ситуации так. Разные люди, которые меня смотрят, у них ситуации разные. Я прекрасно понимаю тех людей, на самом деле, которые, прожив в какой-то стране, будь то Израиль, будь то Германия, Голландия или еще что-то, Канада или Америка, каким-то образом не заработали себе на жилье, где они продолжают снимать, арендовать, им становится тяжело, они не выдерживают, денег не хватает. В тот момент они говорят себе: все, надоело, собираем манатки, нас здесь ничего не держит и переезжаем куда-либо. Вот здесь, да, вот здесь нужно, естественно, серьезно думать. Потому что, правильно, в нашей истории не так. Мы не продавали ничего. Будем ли мы продавать недвижимость в Израиле? Не знаю. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Потому что недвижимость есть, продать ее можно в любой момент. В тот момент продажи либо дорого, либо скидывать. Сейчас мы ищем покупателя на наш дом в Ашкелоне и ждем просто нормальную цену, если нам ее предложат. В дальнейшем что изменится? Да ничего, у нас просто с одной стороны не будет недвижимости в Израиле, с другой стороны будет достаточно хорошая сумма денег. Что мы с ней будем делать, стали бы, тоже не знаю пока что. Возможно, стоят сейчас вот такие мысли, что первый вариант – это продажа квартиры, дома, погасить часть ипотеку и купить квартиру в Израиле и сдавать ее. Это как первый вариант. Второй вариант, который тоже рассматривается, это продать дом в Израиле, на эти деньги купить 2 квартиры в Болгарии, сделать там ремонт и тоже сдавать их. Как вариант, не знаю. Пока вот мы не садились и серьезно не считали вот эту математику, потому что не вставал вопрос. Теперь, люди спрашивают, опять же, медицина. Ребята, мы не уезжали из страны. Мы можем сейчас поехать 3 месяца пожить прекрасно в Израиле, потом вернуться месяц пожить здесь, неделя там, неделя тут. Это как мы хотим. Мы полностью имеем возможность сделать вот это. Благо, друзья, билеты ловятся недорогие. Я уже рассказывал, как обычно я летаю. Я очень редко летаю дороже, чем за $50 в один конец. Вот сейчас июль-август, да, дорогие билеты. После этого сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и дальше можно вытаскивать билеты в каждую сторону по 25, по $40. Без багажа. Да что такое $40 прилететь? $40, друзья, это сходить в Ашкелоне на Марину, съесть чипс и выпить кружку пива. Вот это где-то, в принципе, и будет $40. Поэтому смешные суммы. Всегда Израиль родная страна, всегда нас там встретят, всегда нас там, даже если у нас там нет жилья, очень многие хотели бы, чтобы мы пожили у них, естественно, недолгое время. Поэтому, никаких проблем. Поэтому здесь вот каких-то квадратов и четких формулировок устанавливать. Все, бросить страну, переехать в другую, как так? Нет, ребята, ничего не бросать, не продавать, ничего. Это вы уже решаете за себя. Мы решили так. Поэтому мосты не сожжены вообще. Израильское гражданство у нас вечное. Никто отказываться от него не собирается.
Это очень важно понимать, и здесь каждый для себя решит, как ему дальше жить. Да, в свете последних событий, ну, то, что происходит в мире, меня, честно говоря, особо то, что происходит в мире, мало волнует, а то, что происходит в Израиле, меня волнует больше. Да, в Израиле сейчас такая политическая очень нехорошая ситуация, когда забастовки, протесты, это мешает многим людям, но это там. Хочу ли я в этом участвовать? Абсолютно не хочу. Кто прав? Да мне тоже без разницы. Меня больше волнует прогноз погоды в Скалско, будут ли дожди и будут ли кусать меня комарики. Вот честно, для меня это более актуально. Новости прочитал 10 минут с утра, ужаснулся, закрыл. Дальше отдыхаем, придумываем, что делать. И просто бытуем. Да, ребят, быт — это, конечно, не отпуск. Обычно первое время переезда, первое время обживания, месяцы, несколько месяцев, я считал заранее, до года. Это будет такой энергетический пуш, когда мы вообще год назад не сидели. Мы могли по 3 раза из Скалска ездить в Габрово. К нам приезжали бригады. Вообще было никак не скучно, потому что все время экшен. Такой экшен приятный, ребята. Покупать что-то, делать покупки, новая мебель. Всегда такое оживление, оно приносит, ну, достаточно больше удовольствия, чем какой-то быт. Сейчас бытуем. Бытуем. Новости есть не каждый день. Вот что сегодня, наверное, я буду делать. Вот сейчас поеду в Габрово, сяду на машине, поеду в Габрово. Какие обычно в Габрово у нас бывают дела? Да никаких. Проехать по парочке супермаркетов, что-то купить и иногда заплатить счета. Вот. Так что здесь, дорогие подписчики, пожалуйста, вот, ну, кто не понимает, почему мы переехали из Израиля, посмотрите старые видео. Ну вот прежде всего, вот сейчас за 10 минут видео вы не услышали ни проезжающую машину, ни какой-то грохот, ни какой-то звук. Это вот идиллия сельской жизни. Была ли она у нас там в Израиле? Нет, не было. У нас ее не было. Здесь она есть. Вот, наверное, вот в этом один простой вопрос. А кто-то будет спрашивать, а вот как вы будете делать? Медицина говно. Ребята, про медицину делал уже видео, рассказывал. Дай бог нам с ней не встречаться. Но если надо опять, что-то срочное, сели на самолет, улетели. Либо нашли хороших врачей здесь, пошли и начали что-то здесь делать. Болит рука, болит спина, болит еще что-то. Ребята, не надо ехать в Карловы Вары, куда-то в Чехию. Не надо брать каких-то дорогих массажистов и физиотерапию, ждать по месяцу или по 2 недели в Израиле. Поехали просто за 50 километров в такое место, как Павел Баня, где сидят отличные специалисты, которые за несколько курсов, там, 10 курсов, решают многие проблемы. Это не голословно, потому что несколько подписчиков, с которыми я говорил, они там уже были. И их проблемы со спиной, или с коленками, или с локтями, да, решались. Сколько это стоит? Ну, ребят, если вы поселитесь там в дорогущем отеле и там же будете проходить процедуры, вам будет это стоить дорого. А если вы снимете апартаменты в том же городе, в Павел-Бане, ну, предположим, за 30-40 лев в сутки, чтобы только переночевать, и будете приходить в тот же медицинский комплекс на временные процедуры, будет дешевле. Опций миллион. И вот таких оздоровительных комплексов в Болгарии, их очень много, сюда едут люди со всего мира. А мы уже здесь. Почему этим не воспользоваться? Главное, чтобы ничего не болело, чтобы этим не пользоваться. Так что пенсии. Кто меня спрашивает, а как вы получаете израильскую пенсию? Израильскую пенсию я получаю 28 числа на свой банковский счет в Израиле. Как я ее снимаю? Карточкой MasterCard в болгарском Каспомате. Ну, комиссию я уже не считаю, там как-то неинтересно, немного. Проверено уже немного. Либо в Каспомате я снимаю болгарских левах. Либо в любой стране я буду снимать в той валюте. Сейчас это возможно, это реально.
Карточки израильские принимаются везде. Вы можете заплатить хоть 3 лева в маленьком магазинчике, либо снять через банкомат. Теперь по водительским правам у меня кто-то спрашивал. Ребята, я здесь уже год, больше года. У меня обычные водительские израильские права. Я их не менял, даже не задумывался. Полиция несколько раз проверяла мои права. Никаких претензий к ним не было. Если нет претензий, значит все законно. Точнее, как я понимаю, может быть, я не прав. Если вы находитесь в стране 3 месяца в Болгарии без выезда, да, тогда вам нужно болгарские права. А если вы хоть на 1 день выехали за границу, будь то Турция или Румыния, у вас штамп выезда и штамп въезда, все, ваши права действительно еще 3 месяца. Но, ребята, это абсолютно не касаемо ваших виз. Не путайте права и получение виз. Там не работает схема 90 дней, выехал на день, въехал и снова 90 дней. Тут нет, проверяйте. Так что у нас прекрасная погода. Сейчас поеду в Габрово, куплю фарш и буду делать пельмешки. Хубав ден, шеельхам йом наим хаврим шели, and have a nice day, my friends. Ciao, ciao.